Сегодня мы поговорим о хроническом панкреатите с комментарием врача-гастроэнтеролога. Смотри до конца, и я постараюсь тебя удивить. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать контентом. Также мы добавили возможность получить книги по медицинским направлениям. Ссылка также под видео. Ну, тогда начнем. Хронический панкреатит – этот диагноз может быть ошибкой. Вам когда-нибудь ставили диагноз хронический панкреатит? Если не вам, наверняка знакомым или родственникам. И что происходит после постановки такого диагноза? Человек старается придерживаться диеты и принимает ферменты, но его все равно мучают боли в животе. Он винит себя за погрешности в питании и жалуется на обострение. Но действительно ли хронический панкреатит встречается так часто? В российских клинических рекомендациях указаны такие цифры: распространенность в России от 27,5 до 50 случаев на 100 тысяч населения. А вот, что говорит Всемирный журнал гастроэнтерологии: заболеваемость в странах Европы и США от 5 до 31 случая на 100 тысяч человек в год. Значит, этот диагноз вовсе не у каждого третьего, а, как минимум, у каждого 2000-го. В чем же тогда дело? Хронический панкреатит – это длительное воспалительное заболевание, при котором нарушается структура ткани поджелудочной железы и ее протоков. Изменения необратимы, они приводят к боли и снижению функции органа. Приходит пациент к врачу и жалуется на вздутие и сильную боль в животе, особенно в левом подреберье. Врач дает направление на УЗИ, КАП-программу и биохимический анализ крови. Получает результаты: УЗИ, диффузные изменения поджелудочной железы, анализ кала, нейтральный жир, биохимический анализ крови, повышение уровней амилазы и липазы. На основании этого врач ставит диагноз хронический панкреатит. И это неправильно. Давайте разбираться, почему. Диффузные изменения поджелудочной железы и увеличение ее размеров не говорят о хроническом панкреатите. Это могут быть всего лишь возрастные изменения. КАП-программа – неинформативный анализ. Результат зависит от того, что человек съел накануне. По нейтральному жиру диагноз ставить нельзя. Амилаза и липаза могут быть повышены по другим причинам. При остром панкреатите их уровни возрастают в десятки и сотни раз, но при хроническом могут быть в норме. А как правильно? Если врач заподозрил хронический панкреатит, стоит определить активность панкреатической эластазы 1 кала. Ее снижение говорит о наличии хронического панкреатита. Но это происходит лишь на поздних стадиях, когда функция железы снижена более чем на 90%. Результат может быть недостоверным при диарее, поэтому кал должен быть оформленным. Из инструментальных методов диагностики нужно выполнить КТ с контрастом. Одним из признаков заболевания будут кальцинаты поджелудочной железы. Но на начальных стадиях изменений может не быть вовсе, поэтому эти методы лишь дополняют общую картину при постановке диагноза. Грамотное обследование очень важно, чтобы не пропустить хронический панкреатит у пациента, у которого он действительно есть, и чтобы исключить этот диагноз у тех, у кого его нет. Подсказка: у большинства его нет. Что же тогда болит, если это не панкреатит? На самом деле многие пациенты с таким диагнозом страдают от функционального заболевания ЖКТ. Один из механизмов их развития – висцеральная гиперчувствительность. Это пониженный болевой порог внутренних органов. Даже нормальное количество газа в кишечнике пациент ощущает как сильную боль. Газ может скапливаться в кишечнике и в области левого подреберья, поэтому врачи путают функциональное заболевание, например, синдром раздраженного кишечника, с хроническим панкреатитом. А одним из значимых факторов в формировании функциональных заболеваний огромную роль играет стресс. Так что, возможно, такому пациенту требуется психотерапия, а не ферменты.
Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!